Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги и трейдеры. Понедельник, 7 ноября. По традиции всех приветствую на ежедневных обзорах финансовых рынков, в том числе и рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Честный трейдер Дмитрий Анискевич с одноименным названием. У нас есть телеграм-канал, а также где для вашего удобства создан чат, в котором вы можете высказывать свои мысли, делиться какими-то своими мнениями, новостями, и где у нас происходит достаточно живое, динамичное общение. Сегодня понедельник, начало новой торговой недели, и в этом смысле неделя будет наполнена также определенным новостным фоном, который будет оказывать свое влияние на рынок. Сейчас будем совсем по очереди разбираться. Чем же закончилась пятница? Американская фондовая сессия закрылась практически на всех секторах экономики в зеленой зоне. В данный момент времени фьючерсы торгуются в минусовой зоне, сейчас будем рассматривать. Тепловая карта на текущий момент криптовалют показывает отрицательную динамику. Главный инструмент снижается порядка процента, ну и остальные криптовалюты в разносол, в разнобой идут с рынком. Будем сейчас смотреть в моменте, что же происходит. Экономический календарь сегодняшнего дня также наполнен определенными событиями. В 6 утра вышли новости по Китаю, которые вышли достаточно негативными. В 12:30 нас ждет выступление представителей ЕЦБ. Также в 12 выступает председатель ЕЦБ Лагард. И ее речь будет иметь достаточно важное влияние на европейскую торговую сессию. Также нас ожидает сегодня выступление вице-президента Бундесбанка и в 23:40 речь членов ФОМС-месторов. Значит, смотрим, что же нам сегодня, какие новости и как на эти новости реагирует весь рынок. Индекс доллара. Наше утро начинается с одной и той же аналитики. Что же нам показывает индекс доллара в моменте? Да, мы видим долгосрочный тренд у нас восходящий. Мы получили некую разворотную формацию в области 114,5 пунктов. На текущий момент область границы тренда находится на отметке 113,2. Мы видим, как мы в четверг подходили в эту зону и получили реакцию продавца. Соответственно, мы видели всю положительную динамику, которая сложилась на всех рынках, в том числе и рынке криптовалют. В данный момент времени индекс доллара находится между двух рубежей. Это 109,5 пунктов и 113 пунктов. Понятно, что сегодня день по новостям достаточно разряженный. Завтра, кстати, нас ожидает очень важное достаточно событие. Я публиковал эту информацию в телеграм-канале. 8 ноября у нас ожидают промежуточные выборы в Конгресс США. Вот уже где будет веселье, будем смотреть. Сегодня день достаточно такой умеренный, я бы так сказал. Да? То есть мы получили некую разворотную модель в области 110,7 пунктов. Но пока рынок пытается определиться в текущем дне с направлением, куда же его может двинуть. Да, мы получили нисходящий импульс в этой зоне. Соответственно, эта зона является магнитом 112 пунктов для определения дальнейшего движения по рынку. Мы видим, что в данный момент времени промышленный индекс Dow Jones фьючерс торгуется также в отрицательной динамике. S&P 500 его в принципе догоняет. Минус 0,2-0,3%. Мы также получили определенный откат из предыдущей области границы восходящего тренда, где мы получали импульсную формацию. Мы видно очень четко, как в понедельник ночью мы пришли и опять получили нисходящее движение. Подошли третий раз и получили также в ответку нисходящее движение. Если мы посмотрим с вами на 4-часовой таймфрейм, то четко у нас видно, что у нас было достаточно большое восходящее движение. У нас есть трендлайн. В данный момент времени мы его пробили и пытаемся закрепиться под ним. То есть в данный момент времени эта отметка в 32 500 пунктов по Dow Jones является сдерживающим фактором в области роста промышленных индексов. А мы должны понимать, что падают, снижаются индексы, снижается и криптовалюта. Если мы посмотрим в данный момент времени, что же он нам несет, какую информативность несет криптовалютный рынок, мы смотрим на доминацию битка.
В данный момент времени она составляет 40,87%. Было видно на прошлой неделе, как мы пробили восходящий клин, который является медвежьей формацией, сделали четкий ретест целевой зоны. Сейчас мы пытаемся отбиться от нее и закрепиться выше. В определенном смысле нас будет сдерживать MA20 недельная, которая находится на отметке 41-45 пунктов. Ну, скорее всего, мы придем протестировать эту зону, и дальше будет определяться основное направление дальнейшего движения. Доминация USDT. Опять-таки мы имели с вами небольшой альт-сезон, который достаточно неплохо, да, стрельнул. То есть мы видели, некоторые монеты стреляли в пределах 10-20%, и это было, ну, такой подарок, да, в тот момент времени, когда снижалась и доминация, и падала доминация USDT. В данный момент времени мы пытаемся опять-таки войти в состояние клина. Все это, ну, подталкивает опять-таки определенные внешние факторы, которые, ну, пока складываются из внешних факторов, да, и не в сторону, конечно, криптовалют. Главный инструмент опять-таки показывает нам динамичное снижение. Я сегодня публиковал о том, что мы, если мы посмотрим на, где-то мы рисовали 4-часовой таймфрейм, с вами видим, что мы идем в параллельно восходящем канале, да. У нас определенная поддержка выступает MA20 неделька, да, она вот как зона, как магнит. Если посмотреть, как она работала на истории, то мы видим, что ну, на дневной таймфрейм перейду, потому что она достаточно такая длинная и тяжелая. Ну, вот мы видим, да, как она выступает. То определенная поддержка, то сопротивлением. Поэтому в данный момент времени, ну, заколы и проколы этой зоны бывают. Ну, вот смотрим на реакцию дальнейшего рынка на эту зону. Соответственно, пока в данный момент времени, ну, мы имели с вами пятиволновую структуру роста. Сейчас может развиваться коррекция АБЦ. В общем, я лично смотрю внимательно за развитием данной ситуации. Не принимаем, собственно говоря, никаких поспешных решений, потому что могут быть ложные заколы, ложные проколы, ложные заходы. Ну, понятно, что в ключевом моменте, как ведет себя американские фьючерсы, так будет вести себя и основной инструмент криптовалюты. Да? Поэтому, собственно говоря, ничего тут удивительного не происходит. Кстати, одно из важных событий, то, что у нас американская торговая сессия, она смещается на час в связи с переходом на зимнее время американского фондового рынка. Поэтому основное движение у нас будет начинаться не в 16:30 по Москве, Минску, а в 17:30. Смещается на час. Соответственно, Чикагская товарная биржа смещается своим движением на час. То есть открывается и закрывается она уже сейчас не в час ночи, а в 2 часа ночи. Ну, в общем, смотрим на эти важные очень для нас значения и явления. Эфир. Вчера он смотрелся достаточно лонгово. Но опять-таки точки входа, как бы она так и не созрела. Не пробили они этот уровень восходящего треугольника. Хотя в моменте смотрелось очень интересно. Я забросал тогда. То есть мог быть дальнейший поход и движение. Но они решили пойти по другому пути. Собственно говоря, в данный момент времени можно наблюдать, как мы выполнили целевое снижение. То есть по основанию данного треугольника, да, то есть мы выполнили основное целевое снижение. То есть опять-таки сейчас искать точку входа в шорт не имеет никакого значения, потому что, ну, основное движение прошло у нас в вечернее время и в ночное, когда все участники рынка отдыхают. Ну, соответственно, сейчас надо наблюдать за развитием структурой дальнейшего тренда для того, чтобы понимать, куда нас может занести сегодня рыночная ситуация. Просили меня еще посмотреть доги, не оставляет она покоя участникам нашего рынка. Ну, собственно говоря, доги вчера тоже рисовал и отправлял в телеграм-канал информацию. Собственно говоря, первичное движение мы сделали, началось движение, да, 4 часов по часу посмотрим. Движение пошло в 12 ночи, 2 там было основное. Ну, соответственно, в это время я никогда не рекомендую там принимать каких-то торговых решений. Надо отдыхать и набираться сил. Но основное движение рынок пока показал, это, вы видите, это 7% снижение. В принципе, кто хотел принять участие в
этом движении мог это сделать. Если смотреть краткосрочную картину, опять-таки точка входа в шорт была именно в ночное время, потому что вот она. Вернее, даже сейчас посмотрим. Вот у нас был основной импульс. Тот, кто у меня проходит обучение, уже понимает, о чем я говорю. Вот у нас есть эта зона. Соответственно, эта вся зона может рассматриваться как зона набора для позиций со стопом за хай данной конструкции. Поэтому в данный момент времени мы пришли фактически к дневному минимуму, и я всегда рекомендую закрывать все позиции или частично закрывать на этих отметках. Тем более цена уже показала реализацию порядка 7%. Ну, сидеть в надежде, что в данном, от этой отметки 5,5%, если посмотреть от линии пробоя, если кто-то хотел принять участие, то 7%. Поэтому сейчас в данный момент времени надо развивать, надо смотреть за структурой развития графика по биткоину для того, чтобы понимать какое-то основное движение по рынку. То есть принимать каких-то поспешных решений я бы не стал, потому что могут выносить в две стороны. То есть отметка в 20 500 400 долларов, она является очень важной, ключевой. Мы видим, что здесь у нас была большая проторговка, то есть это основной уровень поддержки. Да? Если мы не удерживаем эту зону, соответственно, лететь нам вот до зоны этой имбаланса, который не был проторгован, вплоть до 19 300 долларов. Поэтому в данный момент времени у нас может развиваться коррекционная структура АБЦ, там какой она будет, понятно, не знает никто. Волна может достигать 50% коррекции пятой волны. Собственно говоря, если мы замерим это по уровню Фибоначчи, сейчас я лишнего беру уровни, то мы с вами пришли четко к 61 уровню, что является тоже достаточно важной ключевой поддержкой. Поэтому еще раз говорю, сейчас принимать какие-то поспешные решения не стоит. Точки входа в лонг можно будет рассматривать, но при появлении определенного сетапа и отрисовки, допустим, графика. То есть, опять-таки, это может занять какое-то время. Ну, 61 уровень традиционно является уровнем сильной поддержки. Поэтому, ну, лично я пока смотрю за ситуацией и наблюдаю за этим всем происходящим. Ну, собственно говоря, основные моменты биткоин, эфир, индексы мы рассмотрели. Доги свое мнение сказал. Какие-то другие интересующие монеты будем рассматривать в телеграм-канале. Поэтому всем хорошего дня, всем удачи, всем профита, всем добра и мира. Всем пока.